сейчас мы подойдем вот туда, посмотрим. Видите, вдалеке. Видишь, вон какой-то мемориал тоже под досточкой. То мы прошли бы мимо, мы практически мимо и прошли сразу. Так, давай я встану с тобой. И поедем, друзья, мы дальше искать интересные места в городе Минске. Ну, мы уже нашли, я считаю, много интересных мест, которые стоит посмотреть. Посетить. Вам обязательно стоит сюда приехать тоже, если вы находитесь в Минске. Даже не имеете отношения никакого к евреям, все равно это история, это память, да, и она нуждается в том, чтобы мы не забывали и посещали, смотрели на эти скорбные места. А ты что молчишь? Да, я тоже так считаю. Я просто сказала уже, то, что их надо посещать, чтобы не забывать память города. Это что такое, интересно, стол или рояль? Похоже на рояль или стол. Ну да. Это стол. А почему стол, интересно? Не знаю, можно в интернете почитать. Да. Интересно выглядит стол такой. Вообще, по идее, евреи, они же музыканты, всячески в основном. А вот на этом месте в 1941-43 годах фашистам и их пособникам было знищено свыше 5000 евреев. Вечная память вызвана ахвяром нации. Захватчиком, наверное, ахвяром. Не времена. А вот есть. Innocent victim of Nazi. На английском написано. Давай пойдем как-нибудь посмотрим. Стол, я не помню, почему разрушенный. Это, может быть, символизировало то, что они собирали своих вещи в попытках быстро максимально уйти. Почему стол разрушает стол? К сожалению, я не могу понять. Какой-то памятник сейчас. Тут фото нету. Написано «разбитый очаг». Может, это он и есть? Может. Это может быть домашний разбитый очаг. Да, вот фотки есть. Разбитый очаг. Это домашний разбитый очаг, друзья. Когда у вас дома все хорошо. Открыт в 2008 году в памяти о 6000 погибших в Минском гетто. Лично написано, на памятнике написано 5000. Может, с фоткой? С фоткой. Только зачем, да? Не знаю, если у тебя видео есть. Хочешь с фоткой? Можно прочитать, что за разбитый очаг. Можно дома прочитать.